Так, ребятушки, доброе утро. Мы сегодня забираем уже какую по счету третью машину, купленную с аукциона. Мы уже здесь были, кстати, с вами. Так что двигаемся. Копард, та-ра-та-там. А вот, смотрите, ребята, как вам вариант хороший. Не бита, не крашена. Ну, немножко крыша вогнулась. Поправил и поехал. Интересно, это тоже продают? Да. Вот это вот, смотри, тоже лежит. Это сегодня заберут. Сегодня, завтра. Вот. Сколько бы ты это наценил? $10? Ты смотри, иди сюда. Это Audi. Тоха, это была Audi. Драйв, понял, Select. Так это RS была. Да, R8. Руль, смотри. R8. Охренеть. Все, что осталось от R8, ребят. Ну зато вон, видите, покрышка целая. Ну, я думаю, там чувака нет уже. Да не, скорее всего, так разобрали ее. А вообще, на самом деле, вот это вот все, оно продается на металл. То есть вот эти кузова и вот то, что там на палетах, их ребята забирают за копейки на металл и, короче, Это сдают. очень хороший аппарат. Это скоростной катер. Я бы такую с удовольствием. Я вообще взял бы. Слушай, мне знаешь, что кажется? Мы, кстати, можем по номеру лота узнать стоимость, за сколько она была продана. А ты не можешь просканировать штрих-код? Штрих просканировать не могу, но могу номер лота сфоткать и потом посмотрим. посмотреть. Это прям скоростная лодка. Слушай, ну она, он видно, что она такая типа поюзанная. Мне кажется, она очень дешево ушла. Эта лодка, она же еще Да. с мотором, она с этим, с импеллером. Вообще огонь. То есть это реактивная струя. Mercury V6. То есть это прям, это очень хорошо едет. Погнали, здесь сильно ошиваться нельзя, будет гонять. Короче, нашел я водителя, а водитель, короче, меня вроде понимает, а вроде не понимает. Сделал электронный аппоинтмент, и он не нужен. Короче, вот он, собственно, сейчас нам и дропнет тачку. Ребята, я впервые купил тачку с нормальной резиной. Вот одна вот эта резина, а она новая. Она стоит, как эта машина. 4 колеса, $1000. Yokohama GT. What the fuck? Стоп. Хер с ним, короче, потом поправим. В общем, ребята, смотрите, что купил. Mazda 6, такая же, как у меня, 2005 год. Тоже максимальная комплектация со всеми обвесами. С другими бамперами, более злая. Походу с 6-ступенчатой коробкой. Я ее только из-за этого просто и купил. Лёхе дали Мазду покататься, и он заболел. Машина подготовлена к продаже, красотка, капец. Пускай, короче, Тоха едет домой, кайфует. Бля, она жрет только дохуя. Ну, слушай, можешь покататься на ней пару часов где-нибудь поближе к дому, посмотришь. У нее город должен быть 17-20. Но это очень дохуя. Она не показывает. У нее нету показателя расхода. Все, что она показывает, вот на том компе, короче. Все, добре тогда. Давай, до связи. Да? Газуй. Спасибо за машину. Так, ребята, всем привет. У нас тут суббота. Пчелы пьют водичку. Как всегда, ничего не меняется. Так, и что это значит? Это значит, что мы сегодня двигаемся с вами в очередной раз к Никите. Потому что что? Потому что он снял новый офис под автосервис. Ну, то есть еще один. У него теперь 2 офиса. Он теперь просто офисный магнат получается. Поэтому мы сейчас с вами... Блин, как туда попасть-то, а? Ой, что-то не получается. А я чего хотел, собственно? Я хотел взять, у нас здесь есть домкрат. И он мне нужен сегодня. Потому что мой домкрат хреновый. Я сегодня хочу подвеску чуть-чуть перенастроить, чтобы Камиле было удобненько ездить. Поэтому мы берем домкрат. Домкрат выглядит, как будто его никогда в жизни не доставали. Он реально новый. 200 000 миль машине. Давайте посмотрим. Сейчас мы все увидим. Нет, парочку раз, совсем, смотрите, краска еле-еле. Может 2, может 3 раза. Домкрат только доставали, потому что не было в этом нужды. Так, это отлично. Теперь вопрос какой, надо с чем-то его крутить. Я, как я понимаю, это вот эта вот штука, которая лежит здесь, рядом. Да, мы берем вот эту вот штуку. Берем. Да, это оно. Все, собирать ничего не будем, оставим как есть. А когда приедем и положим домкрат на место, тогда, соответственно, ведем красоту. Так и что, собственно, сейчас едем к Никите. Потом, когда освобождаемся, едем на разборку. Там берем нужные запчасти нам. Возможно, у Никиты перенастрою подвеску в машине. Это был бы лучший вариант. Все, короче, погнали. Что я тут время это эфирное забиваю.
сотрудника, сейчас руками все сделаю. Иди, ломай металл. И я пошел. Охренеть. А что такое все капитальное? Короче, надо все это разобрать, да? Надо это все распилить. Именно это на Ну, не мусор? распилить, нужно центральную секцию выпилить, чтобы получилось 2 полки по 2 секции, и это отвезти в контейнер. А Цель до 3 часов, до 2 часов. До 2 часов. Хорошо. Брать хотя бы 2 полки. А в чем, ну, типа, проблема? Ты ж... Проблема в том, что электричества здесь нет. А ты же говорил, что у тебя электроболгарки или не тянут просто мощность. Электричества нет. Так ты же говорил, что у тебя на батарейках. Это вот про нее вчера Женя говорил, что она может все порезать, да? У меня рука Не, больше. она, конечно, пилит. Но Нет, я понимаю, она что перегревается примерно все она через 20 пилит. секунд, Это, через 15. это не для таких работ. А сколько у тебя еще есть болгарок? У меня есть одна вот такая вот болгарка. Я понял. Короче, Но она в стенде. нет, а здесь есть с собой одна-две. Я не брал. Электричества-то нет. Все равно надо в Стентон ехать. Короче, какой план, банан? Что вы сейчас хотите сделать? Я не знаю, какие генераторы он хочет арендовать. Генератор арендовать хорошо. Okay, thank you. Так надо тогда и We'll be болгарку there арендовать. shortly. Thank you. Короче, ребята поехали брать в аренду болгарку, брать генератор, чтобы попилить вот те вот полки, которые вы видели. Так, я остался, думаю, типа помогу здесь немножко... Как это помогу? Не помогу. Короче, разберу здесь чуть-чуть. Вот надо вот это вот занести внутрь, стол занести внутрь, ящик занести внутрь, мойку занести внутрь. Ну и в принципе дальше пока не будет кататься, можно начать немножко поковыряться с машиной. План намечен, ключи есть, можно начинать. Так, ребят, короче, можно сказать, что мы официально открыли Никитин сервис. Что я делаю? Я настраиваю кайловеры. Не знаю, нужна ли вам эта инфа или не нужна, но я постараюсь вам рассказать просто, чтобы вы знали, на всякий случай. Вот смотрите, вот эта вот штучка серебристая, это называется шток амортизатора. Кайловеры — это амортизаторы с регулируемой высотой и жесткостью. Это называется full tap амортизатор, потому что у меня там еще сверху есть такая штучка, которой я еще могу настраивать жесткость. Нам самое важное — это правильно настроить шток амортизатора, то бишь его ход по высоте. Что для этого нужно сделать? Для этого нам нужно померить расстояние от вот этой вот верхней чашки до отбойника. Отбойник — это вот эта вот замечательная штука, в которую бьется амортизатор, когда машина садится, грубо говоря, попадает в яму там или еще чего-то. Нам нужно померить шток до отбойника, поэтому мы что делаем? Опускаем отбойник и меряем расстояние вот от этой вот шапочки, потому что здесь заканчивается шток, ну вот именно ход штока, вот в этой шапочке зеленой. И мы меряем длину штока, длину палочки вот этой металлической до отбойника. Ход у штока должен быть 2/3, то бишь 1/3 нам нужно как бы стянуть его. Я уже померил, что мой шток, который находится внутри, до отбойника, до белой вот этой вот бубочки, которую вон вы там видите, он равняется, ну вот если полностью поднять, 9 сантиметрам. Поэтому что значит? Мы 9 делим на 3, 9 на 3, это у нас получается 3, 2/3 у нас ход, то бишь это 6 сантиметров. Нам нужно убрать 3 сантиметра. Поэтому мы затягиваем пружину на 3 сантиметра вверх. И это с момента, когда она упрется. Вот сейчас будет максимальное положение, сейчас мы сделаем его. Так, вот, все. Вот она уперлась в шапочку, вверх пружина. И вот отсюда нам нужно стянуть теперь пружину на 3 сантиметра. И тогда мы получим правильный ход амортизатора. Я все сделал, но жопа как-то высоковато, наверное, получилась. Ну, в принципе, в целом нормально, мне кажется. Если мы так сделаем, ей будет очень комфортно. Ладно, осталось со второй стороны разобраться. Короче, не лезут полки-то в трак. Высота полок выше, чем загрузочная площадь, чем загрузочная... Короче, это окно у трака. Ну, то есть вы поняли, да? Вот высота вот этого стеллажа больше, чем проем в траке. До лучших времен остаются здесь полки, остается здесь трак. Наверное, отпилим попозже одну полку и заберем все. Ребята, у меня уже вечер следующего дня. Намыл я машинку, насколько это возможно, потому что завтра мы уже отдаем машину Камиле. Ну... Как есть, к сожалению, это все, это проблемы с лаком и прочее, и с краской. Пускай хотя бы будет чистая ровно настолько, насколько она может быть чистая. Короче, обслужил уже машину до конца, финально, чтобы мне не стыдно было ее отдавать. Сегодня последний мой день владения вот этой вот красоткой. Ты действительно хочется сказать, что она красотка? Потому что эта машина, она меня поддерживала и выручала целые полгода. Также я починил датчик пристегнутого ремня. Соответственно, теперь у нас нету подушки по ошибкам.
Подушки по ошибкам. Ошибки по подушкам, ребят. Ошибки по подушкам у нас нет. Машина чистая внутри. Машина чистая снаружи, машина обслуженная. Мне не стыдно будет ее отдать. Мы отдаем ее Камиле, и она будет на ней работать, зарабатывать денежки, чтобы, соответственно, потом выплатить мне денежки. Да, я взял эту машину за 1000, но я здесь поменял просто гору всего. Заменены и стойки стабилизатора, резинки стабилизатора, рулевые наконечники, датчик оборотов коленвала, свечи новые, свечи иридиевые, даже не платиновые, а иридиевые. Сделал топливную систему, она подсцикала, скажем так, вот там вот, где бак находится. Короче, я сделал вообще вот все, что только можно было, реально, ну, то есть вот только из того, что я вспомнил. Руль перетянул, здесь хороший трансмиттер, соответственно, Адам есть с трансмиттером, Адам есть с беспроводной зарядкой. Опача, вот это прикол. Короче, датчик сдох, датчик уровня топлива, вот прям на моих глазах. Окей, доделываю последние моменты по машине и отдам девочке, пускай пользуется. Все, ребят. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Итак, всем привет. Я сейчас нахожусь на разборке. Втихушку сдернул, короче, с работы на часок, пока там Серега в самолете летит. Купил сегодня 2 машины для клиентов, так что могу себе позволить. Поеду еще всякой мелочевки докуплю. Ну как докуплю? Я пойду сейчас всякой мелочевки доснимаю, то, что хотел сюда в машинку еще докинуть. Такие вот дела. Сейчас постараюсь что-нибудь вам показать интересное, если что-то увижу на разборке. Покажу вам, чего интересного. Машина стоит ровно сутки. Сутки назад завезли эту тачку сюда. Нету уже, короче, ни катушек, ничего. Лампочки выдрали. Вообще трындец. Представляете? Вот только машину завезли. А что у нас в салоне-то тут? Ну, салон еще хоть не подрали. Тут уже влезли. Посмотрели, что датчик топлива ссытся. Вот такая же проблема, видите, трещины? Вот у меня на тачке также. О, зато подстаканчик. Подстаканник, точнее, рабочий. Сейчас мы его снимем отсюда. Итак, по итогу, что же я купил на разборке? Вот этот вот замок. Я бы его не менял, но так как у меня один ключ от этой машины, а на разборке я нашел 2 ключа под замок. И, соответственно, я уже его поставил. То есть, какова суть? Если ты вдруг каким-то случайным образом ключ от машины оставишь в машине, то у тебя дома будет еще ключ, чтобы ты мог открыть багажник и через сидушки забраться в салон, забрать свой ключ. А, на разборке лампочки там всякие для приборки. Короче, я поснимал, аккуратненько положил в карман. Это все бесплатно всегда. В итоге ничего не остается делать с машиной. Пойду сейчас покушаю. Приду где-то через часик. Проверю уровень масла везде. В коробке. Уровень масла в двигателе. Проверю все жишки. Ну и к 5 часам поеду встречать Камилу с работы. Забирать и, соответственно, отдавать ей вот эту вот красотку. Для этой цены машина космос. Просто. Да и вообще она реально надежный помощник. Все, ребятушки, полетел работать. Как же без работы? Без работы нету денег. А без денег нечего кушать. Все, двигаемся. Короче, хочу вам просто показать место. Тут нужно выручить хорошего человечка, купить обезболивающее. И сильное обезболивающее можно купить только в русской аптеке. Поэтому приехал я в Норд-Голливуд. И смотрите, сейчас вам покажу. Ну, мало того, что здесь и так более-менее прикольно. Вот смотрите, короче, столичная бейкери. Мелодия. Вот там вот, короче, Russian какой-то там сервис, что-то Russian сервис, что куда непонятно. Как бы, ну, прикольно очень. Здесь же по этой улице справа, вот где-то вот там вот, есть еще всякие русские магазины. Вон, например, смотрите, Арбат Дели. Ну и как бы мы еще другие сейчас с вами увидим. Короче, двигаемся, сейчас буду вам показывать что-то интересное. Но видочек здесь как бы такой ничегошный. Так, ну что мы еще видим прикольное? Вот смотрите, за моей спиной Славик сервис. Мать его, Славик сервис. Здорово, Славик сервис. Погнали дальше, будем что-нибудь смотреть еще забавное. О, магазин Ганджубаса. Я думаю, что вы не так часто его видите, а я вам вообще, наверное, такой не показывал. Вот интересно будет как-нибудь еще внутрь зайти поснимать. Ну вот, видите? Получается, Вест Голливуд Ганджубас магазин. Пожалуйста, выбирай, что тебе нужно. О, на русском. Видите? Фрукты, овощи. Черри Гарден. Но что-то не работают они сегодня. Поэтому погнали дальше куда-нибудь. Короче, нам нужно на другую сторону. И вот там вот есть 2 или 3 русских аптеки. Вот туда мы с вами сейчас и выдвинемся. Зайдем, подсниму, покажу, что там да как. Итак, внимание, в нашем эфире
Одесса Гроссери, продовольственные товары. Что не ожидаешь встретить в Америке, это, конечно, надписи на русском. И особенно в Лос-Анджелесе. Это ж, мать его, не Нью-Йорк, блин. А тут вот прям Одесса Гроссери. Давайте еще что-нибудь найдем. О, фуд-доктор. Доктор по заболеваниям ног. Медицинское оборудование. О, аптека. Genesis Pharmacy. Нам как раз таки... прикол. А ехали-то мы как раз вот в эту вот аптеку. Пойдемте в следующую, я там другую на углу видел. Так, ну и чё? Нашли мы аптеку. И она даже наша. И даже здесь написано аптека на русском, представляете? И вот эти все правила какие-то использования, и наши стоят эти препараты. Но до 5 часов, к сожалению, только до 5 часов. А уже 5:22. Гребаные пробки. Все, погнали. Я нашел еще какую-то аптеку. Короче, как оказывается, здесь в принципе на улице все типа про русских. Ну, то есть здесь почти каждое заведение, не каждое, ладно, вру, но много заведений русских. Насколько я знаю, сейчас здесь не так много русских, русскоязычных, но много. Вот как раз таки концентрация здесь большая. О, смотрите, порадуй семью, принеси в дом. Колбаса, мясо, рыба, овощи и концерт Павла Воли. Вот такая вот движуха. Так что забавно, вот вам и кусочек русской культуры здесь даже. Так, погнали, пока у нас белый горит. Хочу немножечко подснять, посмотреть. Здесь еще даже как-то местами на Европу похоже. Ну, по крайней мере, мне так сейчас кажется. Как будто Польша. Ну, так, конечно, отдаленно, но все-таки похоже. Так, все, мы почти доходим до аптеки. Я еще только что прошел 2 русских магазина. Из одного пахло там беляшами и прочей гадостью. Может, на обратном пути зайдем. А аптека закрыта. Блять, ну что ж такое-то, а? Вот, ну и как это вообще вот так вот, блин, работает? 6 часов. Еще через 30 минут. Короче, пойду в другое место. Так, короче, добежал я уже обратно в машину. Ситуация такая, что аптеки, которые на этой улице, почему-то, короче, все не работают. Поэтому нашел еще одну аптеку. В гугле забил Pharmacy, посмотрел фотографии, а там опача и баннер на русском. Я такой, ну так это ж прям то, что надо. Позвонил. Они говорят, так мы работаем. Я говорю, нифига себе, так можно я к вам приеду? Они такие, ну конечно, приезжай. Так что, меня уже ждут. Все, двигаемся в аптеку. Я уже даже спросил, нужное мне лекарство, все есть, так что красота. Все, 5 минуток есть, ехать, сейчас 5:36, 20 минут до закрытия, супер. Да, ребятки, еду, кайфую. Вид здесь, конечно, прикольный, как будто из GTA-шки. Вот, блин. А сзади мотоциклист едет за мной. Вот такой вот здесь видочек. Вот это прикол, короче. Искал парковку, стал случайно просто случайно на ближайшую. Шалом. Вообще капец, как прикольно. Еще зайдем с вами в Ральфс чуть попозже. Залетаем в нашу русскую аптеку. Да, это я за Талиновым. А если что такое, там намажешь весну, хотите жидкость, нет? А покажите, что это, можно я Вот. почитаю? Намажешь просто лидокаина, но снимает. Я понял, но это не противовоспалительное будет. Нет, но Талинол тоже не противовоспалительное, а против боли только. Ага, я понял. Такие вот пирожочки. Сходили мы. Очень забавно и очень приятно общаться на русском языке. Купили мы этот Талинол. Кстати, прикольно. 24 таблетки стоят 4,39, а большой типа 50 таблеток $5. Короче, разница в долларе, а здесь в 2 раза меньше, конечно. Так, короче, все, вышли мы из магазина. Наша покупка вся стоила $23. Почему? Потому что у меня кефир на $7, перчик черный. Ну, как бы я его и так мог везде взять, но просто к делу. Вот взял, потому что почему бы не взять? Потому что он мне нужен, потому что он у меня закончился. А кефирчик я сейчас хочу бахнуть. И что-то я еще взял, ребят. Гречу взял. Греча $4. И немесил. Немесил — это противовоспалительное и обезболивающее. Чтобы вы понимали, если бы я в американской аптеке попытался это купить, а я попытался это купить, мне продали только Талинол. Ну, типа, это не то, что как американская аптека, это просто реальная аптека, и у них проверяют лицензию. Немесил, это наш русский обезбол, плюс противовоспалительное. И вот один пакетик стоит $2.59. Вот такие вот дела. Это, конечно, конский, но, как говорится,
Ничего не жалко, чтобы помочь человеку. Сейчас кефирчика бахнем и счастливые, довольные поедем, съездим домой. Отрежем еще половинку тортика, поделимся. И завезем все, завезем обезболивающие, завезем тортик. И будет красота. Короче, человеку будет приятно, потому что страдает сейчас. Страдает. Надо срочно, выручать. Все, погнали в сторону дома, потому что обратно потом ехать тоже час туда. Это Камила, собственно. И она живет возле Лонг-Бича. Такие вот дела. Так что погнали. They can't promise you won't